Скорпионы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш Таро-прогноз на апрель 2023 года. Месяц обещает быть очень ярким, очень насыщенным по событиям, по переменам, поэтому посмотрим, что же вас ожидает. Итак, работаю сегодня с колодами Таро Светлого Провидца, а также Ленорман Исцеляющего Света. Общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, что ожидает по финансам, вопросы здоровья, личной жизни и совет от карт. Приступим. Итак, общая энергия месяца. У вас здесь ложится королева жезлов. Карта, которая говорит об инициативности, радости. Ситуация, когда просыпается ваш внутренний посыл, ваша мотивация. Конечно же, аркан, который указывает на взаимодействие женщины огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец. Или женщины просто очень яркой, харизматичной, амбициозной, экстраординарная, которая будет мотиватором, будет поддержкой, помощью, даст какой-то совет или поможет решить ряд важных для вас вопросов. Потому что для вас это, знаете, как открывает новый шанс, преподносит вам на блюдечке с голубой каемочкой решение каких-то сложных ситуаций, вопросов. И вы действительно здесь будете искренне этому рады. Причем это справедливо как для мужчин, так и для женщин. Если смотреть точечно, да, в чем именно человек вам поможет, здесь вот пятерка чаши, открывается сам император, то это как стабилизировать текущую ситуацию, вывести вас из хандры, апатии, застоя, печали, либо у кого-то, если очень затяжной период скорби. То есть это человек, который вас фактически как возродит наново и поможет вам отойти, абстрагироваться от этих мыслей, от этой ситуации и от этого состояния. Вопросы работы. Обратите внимание, по двойке чаш, новые контракты, трудовые договора, предложения, продвижение, для кого-то создание нового бизнеса, либо семейного какого-то дела. Потому что, видите, двойка чаш – это рука об руку, причем это заниматься любимым делом, это получать радость, это получать отдачу, это кооперация. Будем смотреть, как это играется для каждого из вас. Итак, для тех, кто у нас сейчас не работает. По аркану сила. Это вы помогаете в бытовых аспектах, в каких-то заурядных ежедневных вопросах вашему партнеру или партнерше и получаете здесь полное обеспечение, помощь и поддержку. Понятно, что не у всех есть вторая половина, но в этом случае это будут тогда выступать ваши близкие, ваши кровные родственники, которые эту помощь, поддержку вам будут оказывать. Это ощущать себя нужным, значимым, это чувствовать силу в том, что вы кого-то поддерживаете и взамен получаете отдачу старицей. Если же вы у нас в статусе соискателя, обратите внимание, двойка чаш и десятка чаш. Это семейное дело, это семейный бизнес, это семейный подряд. В качестве исключения, безусловно, вы кому-то можете уйти в частный бизнес, пусть небольшой, такой семейный, и ощущать там себя комфортно. Но для большинства это все-таки открывать нечто свое. Это будет какая-то сгенерированная вами идея, которую вы будете уже в рамках апреля воплощать в жизнь. И если же вы у нас наемный сотрудник, двойка чаши Солнца – это кооперация, это помощь и продвижение, ну а для кого-то совмещение приятного с полезным. Помимо деловых взаимоотношений, здесь кто-то может обрести личную жизнь, потому что двойка чаши Солнца – это, знаете, ситуация, когда фактически у вас такие вот настроения любви, влюбленности, эмоционального подъема, радости и счастья. Поэтому здесь действительно для кого-то это еще может ознаменоваться обретением второй половины. Если же у вас свой собственный бизнес, то двойка чаши, шестерка мечей – это совместно в упряжке тянуть эту лямку. Это помощь и кооперация с вашим партнером или партнершей, или вашими близкими, которые будут с вами тянуть эту лодку жизни, да, помогать вашему бизнесу активно развиваться и действовать. Плюс, возможно, груз каких-то проблем, каких-то забот люди возьмут на себя. То есть как разгрузить вас несколько эмоционально и физически. Если смотрим вопросы финансов, рыцарь жезлов.
Приход денег, приток денег – это активная жизненная позиция, то есть деньги ваши работают. И здесь доходы будут превышать расходы. Помимо всего прочего, если будете тратиться, то траты на поездки, на путешествия, на переезды, вложения в автомобиль, начиная от вопросов покупки самого авто или ремонта существующего, или тюнинга. Ну, то есть это то, что, знаете, не является даже необходимым, а то, что приносит вам радость, ну, какую-то отдушину, то есть тратить на удовольствие, тратить на страстях, знаете, вы как эмоциональный такой посыл, вот хочу купить вот это или то, но ресурсов у вас здесь будет хватать, поэтому карты прекрасные. Вопросы здоровья. По семерке пентаклей у многих, знаете, просыпаясь после зимней спячки, идет нехватка витаминов, потому что семерка пентаклей это все-таки вкладываться в поддержание своего иммунитета, это по рекомендации врачей пропивать курсы биоактивных добавок, будь то витамины, минералы и прочее, то есть укреплять иммунитет. Ну а для девушек или для тех, кто ждал, кто стремился, это вопросы зачатия и деторождения. Вопросы личной жизни. А вот здесь пятерка мечей. Вопросы головной боли. Почему? Потому что здесь идет внутреннее истязание. У каждого по-разному. У кого-то, что вы длительный период свободны, у кого-то, что это не те отношения, которые бы вы хотели для себя выбрать. Но это касается больше любовных треугольников. А для кого-то, если вы в стабильных союзах, это вопрос самоедства, что вы не соответствуете вашему партнеру или партнерше. Знаете, как следствие самого себя съедать или саму себя съедать. Будем просматривать, почему сложилась такова ситуация. Итак, для тех, кто у нас свободен. Пятерка мечей и восьмерка жезлов. Это страсть, которая фактически блокирует у вас все и вся. Это новое увлечение. Причем, видите, дно колоды король жезлов, это в большей степени будет актуально для девушек, для женщин. Почему? Потому что это все мысли, которые сконцентрированы на этом человеке. Это не могу ни есть, ни спать, ни работать. Вот хочу общаться, хочу активного развития взаимоотношений с этим человеком. Потому что по восьмерке жезлов это все искра, которая у вас разгорается, но для многих это вопрос любви с первого взгляда и, как следствие, боязнь отказа. Для мужчин пятерка мечей и повешенный – это, если смотреть по этим картам, такой некий вопрос застоя. Почему? Не то чтобы здесь завышенные планы, здесь очень низкая самооценка, неуверенность в себе, которая может выливаться в какой-то агрессии по отношению к девушкам, в излишнем таком сарказме с целью самоутверждения, но по факту здесь карты показывают, нужно активно проработать с внутренним состоянием, там, с психологом, либо может быть самостоятельно, но тут нужно менять внутреннее содержание для того, чтобы обрести те отношения, к которым вы стремитесь. Если вы в любовных треугольниках, то пятерка мечей и рыцарь пентаклей, вас здесь пугает ситуация застоя и тот факт, что вы идете в никуда, что рутинная стабильность, ничего не меняется, и вы уже очень слишком долго ждете. Вы не видите для себя, куда развиваются ваши отношения, имеет ли смысл в них оставаться. И здесь по аркану дурак вами может быть принято решение уходить абсолютно в новое. То есть просто в новую жизнь, знаете, как, а для кого-то вообще в новый союз. Если вы в стабильных отношениях, пятерка мечей и аркан справедливость, это ситуация, когда вы зеркалите друг друга, но этого не понимаете. То есть если вы ведете себя агрессивно, ваш партнер или партнерша вам отвечают тем же, заставляют вас прочувствовать нанесенные боль, обиды и какие-то, вы знаете, как тяжбы. То есть по принципу «побудь в моей шкуре», когда я ощущал то же или ощущала те же чувства, те же эмоции, когда ты себя вел ненадлежащим образом. Плюс пятерка мечей, аркан справедливость не у всех, это и у единичных каких-то процентов. Это может быть желание взвешенное, объективное бракоразводного процесса, потому что здесь, ну, как официально уже разойтись, понимая, что вы переросли друг друга, переросли эти отношения. Но для всех остальных по шестерке жезлов это сама по себе ситуация, когда вы в свое время, может быть, самоутверждались за счет партнера или партнерши, а теперь ситуация полностью зеркалит вас, и вам это сложно понять, принять и это преодолеть. Так, вопрос, карта рекомендация. У вас здесь ложится паж жезлов. Паж жезлов – это быть легким на подъем, это быть активным, как ребенок, это не хранить злобы, не таить обиды. Это карта, опять же, легкости, поскольку это карта прощения. Это идти на контакт, это быть
любопытным, любознательным, эмоциональным, это стремиться в новое, то есть давать новый импульс, новый толчок, не циклиться на чем-то негативном. Карта общения, кооперации, коммуникации, активности с вашей стороны. То есть если есть какие-то, допустим, затаенные обиды, не бояться говорить, прояснять то, что вам не нравится, потому что по жезлам у нас коммуникация, диалог. Если вы будете держать все в себе, не будете коммуницировать, сами же себе сделаете хуже. Примите это во внимание. Если смотреть в целом, обратите внимание, что у вас основные карты, которые выпали, они младшего порядка. Соответственно, основной посыл, основные перемены у вас будут в мае, а сейчас идет подготовка к ним. Месяц может быть в чем-то эмоционально для вас сложный, потому что придется меняться, перестраиваться и адаптироваться. А для вас это в какой-то степени сродни смерти. Безусловно, вы как птица Феникс умираете и возрождаетесь, но перемены, которые связаны с вами лично, то есть менять свой угол зрения, свое восприятие, свои какие-то, знаете, принципы жизненные, это очень сложно, но ситуация того требует. Посмотрим с вами на неожиданность этого периода, что здесь. Мужчина, якорь. И у нас здесь падает карта сад. Дно колоды падает карта гроб. Не зря сказала трансформация, перемены, перерождение. Это как умереть и заново родиться. Для мужчин. Тут, почему для мужчин? Потому что первая карта падает мужчины. Мужчины, у вас это вопрос самореализации. Мужчина, якорь, сад. Это найти свое предназначение, свою реализацию. Это строить карьеру, строить бизнес. Это быть активным, понимать, что под лежачий камень вода не течет. Проявлять какие-то действия, чтобы обрести новую стабильность, чтобы возродиться. И почувствовать себя снова, ну, как зрелым, значимым, нужным. Это обзавестись нужными связями. Для девушек, для женщин это вопрос все-таки личной жизни. Это стабилизация ваших взаимоотношений за счет... Ну, тут должно быть первое действие все равно со стороны мужчины. Ну, давайте так. Мужчина, якорь и сад... Это за счет открытых действий, прояснения ситуации. Потому что сад – это общаться, это открывать душу, то есть это не таить что-то внутри. Именно это поспособствует вашим отношениям не только измениться, но и укрепиться. То есть чтобы отношения были долгосрочного порядка. Вот такой у вас расклад, вот такая у вас здесь ситуация. Конечно же, весь негатив мы с вами будем перекрывать позитивом, чтобы для вас отыгрались только самые лучшие и благоприятные события. Но вы, пожалуйста, по прошествии периода не забудьте оставить обратную связь относительно расклада. Как он для вас проигрался, какие перемены в вашей жизни произошли. Я вам буду признательна за энергообмен, за обратную связь. Вас благодарю за внимание, за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых видео.